Привет, друзья! Когда кандидат на пост канцлера Мерц проваливается уже в первом туре, а депутаты бегут из собственных партий, как альтернатива для Германии, значит, система что-то серьезно не так, и мы с вами должны сейчас разобраться в этом. Это ключ к пониманию, куда движется Германия и что нас всех может ждать уже завтра. Историческое и катастрофическое событие произошли при голосовании за кандидатуру канцлера Фридриха Мерца. Со страшным скрипом провалился он уже в первом туре выборов. В тайном голосовании за лидера Христианско-демократического союза проголосовали лишь, внимание, 310 из 630 депутатов Бундестага. И это означает, что ему не хватило 6 голосов для получения необходимого большинства. Таким образом, результат оказался неожиданным, а дальнейшее развитие событий остается неопределенным. Фридрих Мерц, возглавляющий партию Христианско-демократический союз, не смог заручиться достаточной поддержкой парламентариев в первом туре выборов канцлера. В ходе тайного голосования он получил, как я сказал, 310 из 621 поданных голосов, а для результата победы, еще раз напомню, ему требовалось минимум 316, абсолютное большинство. Таким образом, ему не хватило ровно 6 голосов. Следует здесь отметить, что коалиционные фракции ХДС, ХСС и СДПГ в совокупности располагают 328 местами в парламенте. Это должно было гарантировать уверенное большинство, однако реальность, как видите, оказалась совершенно иной. Это стало настоящим прецедентом в немецкой политике. Никогда прежде, после прошедших выборов в Бундестаг и завершенных коалиционных переговоров, назначение кандидата на пост канцлера не проваливалось при голосовании в парламенте. Мерц стал первым. Такая ситуация впервые в истории Федеративной Республики Германии. Конечно, Конституция Германии, то есть основной закон, предусматривает и такой сценарий. В статье, 63, которая регулирует порядок избрания федерального канцлера, прямо указано, цитата: «Если предложенный кандидат не избран, то Бундестаг может в течение 14 дней после голосования избрать федерального канцлера большинством голосов своих членов». Это означает, что если Мерц сочтет, что у него есть шанс добиться большего успеха во втором туре, он вправе вновь выставить свою кандидатуру. В течение указанного двухнедельного срока, как я сказал, могут проводиться неограниченное количество вот этих туров голосования с участием различных кандидатов и кандидаток. Однако в этих турах по-прежнему для победы необходимо получить абсолютное большинство, то есть не менее, еще раз, 316 голосов. На данный момент фракции все же активно ведут консультации, обсуждают возможные пути развития ситуации, политическая неопределенность сохраняется. Если же ни один кандидат не сможет набрать необходимое количество голосов в течение 2 недель, то в следующем этапе требования к победе будут снижены. Тогда уже будет достаточно простого большинства. Как сказано в основном законе, цитата: «Если в течение этого срока не состоялась выборная процедура, немедленно проводится новое голосование, в котором побеждает тот, кто получит наибольшее количество голосов». Если избранный кандидат получит так называемое канцлерское большинство, то есть большинство всех членов Бундестага, то федеральный президент обязан назначить его на пост канцлера в течение 7 дней после выборов. Однако, если победитель получит лишь простое большинство, тогда у президента есть 2 варианта. Либо утвердить его в должности, либо в течение тех же 7 дней распустить Бундестаг и объявить проведение новых выборов. Недавно избранный в Бундестаг депутат от партии «Альтернатива для Германии» Зирхард Кнодель из федеральной земли Баден-Вюртемберг принял неожиданно и, по его словам, трудное решение. Вслед за тем, как Федеральное ведомство по охране Конституции Германии официально классифицировало партию «Альтернатива для Германии» как гарантированно крайне правую, Кнодель решил выйти как из самой партии, так и из ее парламентской фракции. Этот шаг, вызвавший волну обсуждений, стал первой прямой политической реакцией в рядах «Альтернативы для Германии» на новое решение спецслужб. Таким образом, «Альтернатива для Германии» теряет одного из своих депутатов в Бундестаге буквально через несколько месяцев после его избрания. Напомню, что Кнодель получил мандат в результате дополнительных выборов в феврале 2025 и представлял округ Ройтлинген. Его уход из партии и фракции подтвердили официальный представитель парламентской группы АДГ, сославшись на соответствующий материал, опубликованный телеканалом ЦДФ. В своей электронной почте, адресованной коллегам, Зирхард Кнодель подчеркнул, что в свете классификации партии как гарантированно крайне правой,
со стороны Федерального ведомства по охране Конституции, я должен защитить свое личное и деловое окружение. Конец цитаты. Он добавил, что принимает это решение крайне неохотно, но считает его абсолютно необходимым при текущих обстоятельствах. При этом Кнодельс заявил, что не собирается отказываться от депутатского мандата и намерен продолжать свою работу в Бундестаге как внефракционный депутат, то есть без принадлежности к какой-либо парламентской группе. Реакция регионального отделения «Альтернативы для Германии» не заставила себя ждать. Представители партии выразили одновременно удивление и разочарование в связи с этим шагом. Руководство местного отделения призвало депутатов добровольно вернуть свой мандат партии и земельной организации, подчеркнув при этом, что любое иное решение станет, по их мнению, явным нарушением той ответственности, которую Кнодель на себя взял, участвуя в выборах от имени «Альтернативы для Германии». После его ухода численность парламентской группы АДГ в Бундестаге сохранилась до 151 депутата. И напомню, что после последних выборов партия почти удвоила количество своих мандатов с 77, которые были у нее в конце прошлого созыва, до 152, что тогда стало большим успехом для политической силы. Теперь же этот успех померк на фоне последней классификации и оттока кадров. С созданием новых партий Фрауке Петри знакома не понаслышке. У нее уже есть подобный опыт. После того, как ее отстранили от руководства «Альтернативы для Германии», она предприняла попытку с новой политической силой, которая называется «Синей партией». Однако тогда ее проект провалился и не набрал широкой поддержки. Теперь 49-летняя Петри решила начать все заново и откровенно признается, старт намечен на 2026 год, а в центре программы будет стоять тема свободы. Бывшая председательница «Альтернативы для Германии», которая некогда стояла у истоков создания этой партии, намерена учредить новое политическое движение, которое уже с 2026 года должно принять участие в региональных выборах. Цитата. «В качестве подготовки к этому шагу мы вместе с единомышленниками уже несколько месяцев назад основали объединение под названием «Команда свободы», рассказала она в интервью. Название самой партии Петри пока предпочитает не раскрывать, но ее идеологический курс уже определен. Одной из ключевых целей станет радикальное сокращение доли государственных расходов в экономике. Цитата. «Государственная квота, то есть соотношение расходов к ВВП, должна быть снижена с нынешних 50 до 25% в течение 5 лет», заявляет она уверенно. По словам Петри, в Германии сегодня просто не существует партии, которая одновременно ставит перед собой такую цель и отстаивает свободу мнений. Она также объявила, в 2026 году мы примем участие в земельных выборах в Баден-Вюртемберге. Этот регион станет первым, где новое политическое объединение попробует свои силы. Фрауке Петри по профессии, напомню, химик. Она основала «Альтернативу для Германии» вместе с Бернардом Люке и другими сторонниками еще в начале 2010-х годов. Однако уже после выборов в Бундестаге в 2017 году она покинула партию. Причиной стало усиление внутри «Альтернативы для Германии» именно правого крыла, которое тогда ассоциировалось прежде всего с главой земельного отделения партии в Тюрингии Бьорном Хёке. После ухода из АфД Петри осталась депутатом Бундестага еще до 2021 года, но уже в качестве независимой безфракционной парламентарки. В этот период она вновь попыталась создать политическую альтернативу, ту самую синюю партию, о которой я вам сказал, и которая, однако, после тяжелых поражений на выборах в Саксонии, в Тюрингии, уже в конце 2019 года объявила о своем самороспуске. А теперь давайте обсудим, может ли вообще такая шаткая политическая система в Германии эффективно управлять страной, или нас ждут более непредсказуемые потрясения в будущем. Подпишитесь, чтобы не пропустить новости Германии, и спасибо за просмотр.